Cześć wszystким! Witam, mam на имя Ханна. Ребята, всем огромный привет! Меня зовут Аня. И в этом видео я сегодня бы с вами хотела бы поговорить и рассказать вообще, где я была все это время, весь этот октябрь месяц, что я делала, что у меня было нового, хорошего, плохого, что вообще по планам на жизнь и так далее. В общем, если вам интересно, оставайтесь на моем канале и начнем. Начнем с того, что я сегодня пытаюсь записывать данный ролик с помощью микрофона. Мы с Юрой взяли на пробу микрофон. Не знаю, звук будет лучше или хуже, вы об этом обязательно пишите, кстати, в комментариях. Стал ли звук хоть чуть-чуть лучше или нет. Так, октябрь. Что было интересного в октябре? В конце, получается, сентября я пошла на курс по таргету, и теперь у меня есть уже сертификат о том, что я окончила курсы по таргету, и теперь я умею настраивать рекламу в Инстаграме и Фейсбуке. Поэтому, если у вас есть бизнес, блог, и вам в целом интересна тема рекламы, то вы теперь можете писать мне в мой Инстаграм. Я буду безумно рада вам помочь в продвижении вашего бренда или товара. Теперь я уже умею все делать это. Я на самом деле безумно рада, что у меня теперь есть профессия, так скажем. И я еще рада, что это получается удаленка. Все, в принципе, как я и мечтала. Я думаю, что каждый из вас видел разного вида рекламу в интернете, в Инстаграме, в Фейсбуке. Вот. И вот эту рекламу, короче, делаю я. Таргетологи делают. Что еще сказать по поводу курса? Курс был 7 недель. Курс был интересный. Курс был сложный в чем-то. На курсе были разные люди, и приятные, и не очень приятные, и у меня было на самом деле мало очень времени на жизнь еще свою, вот, поэтому и было очень мало энергии, и я, соответственно, не снимала ролики на канал, и вообще чуть-чуть из жизни выпала, так скажем, из жизни медийной, то есть из Инстаграма тоже, и тут. Поэтому сейчас я на самом деле безумно рада, что я опять здесь, что я снимаю ролики, что я с вами общаюсь. Для меня это реально важно очень, да. Поскольку курс отнимал у меня много энергии, сил и времени, как я вам уже говорила, то можно сказать, что у меня весь октябрь и, наверное, половину ноября был очень сложный период. Я много грустила, переживала по поводу курса, там, я не знаю, клиентов, по поводу, не знаю, там, дальше жизни, что вообще делать, как там жить. Вот, и у меня был на самом деле хаос в голове, там было всяких очень много мыслей из-за того, что у меня же есть еще много сфер там разных в жизни, там Инстаграм, Ютуб, у меня еще есть муж, получается, есть свои там дела домашние, есть там всякие врачи, походы, да, у меня, к слову, еще очень ударило все это по здоровью, я вот сейчас кашляю еще тоже. Зима пришла. И, в общем, короче, все так сильно навалилось, поэтому я прям так выпала. Но об этом все уже хватит. Я уже так много про это все говорю. Сейчас все стало лучше, поэтому я могу только этому порадоваться и идти дальше. Так, помимо курса, что еще? По поводу микрофона я вам уже говорила, вы мне обязательно пишите, норм ли звук или не норм. И у нас еще будет по плану переезд. Скорее всего, в Варшаву, но это пока еще не точно, потому что мы еще квартиру не отыскали. По поводу поиска квартиры здесь тоже все очень интересно. Вообще, на самом деле, цены на квартиру кусаются,
И в Варшаве так тем более. Мы думали, может, даже жить в каком-нибудь городе поменьше, типа Бялой Подляски или Люблина. Но что касается Бялой Подляски, она-то, да, она ближе, получается, к Бресту. Вот. И город очень маленький. Ну, конечно, прям очень маленький, но, в принципе, там жить можно, я думаю. Но из-за того, что нам с Юрой безумно важен воздух и его качество. Я, кстати, установила приложение Smog Poland на свой смартфон и уже, наверное, больше месяца чекаю воздух во всех городах Польши. И на мое просто удивление, в Бялой Подляске воздух очень даже плохой. Ну, не самый прям ужасный, но и не вау воздух. В целом, я думаю, что вы знаете, что по Польше не самый хороший воздух по всей, скажем так, Европе, из-за того, что в Польше угля много, и многие дома люди, получается, углем топят из-за экономии, потому что на самом деле электричество дорогое, поэтому людям вот так приходится выживать. И, соответственно, из-за вот этого угля просто ужасный воздух, смог и проблемы с дыханием, я не знаю, с носом, со всеми вот этими лор-органами. И у нас, к слову, в прошлом году, особенно у меня, появились проблемы по всей вот этой части из-за воздуха. Ну, я так думаю. Просто из-за того, что в Бресте не было этих проблем, а они, получается, появились во Вроцлаве. Еще в то время мы даже и не знали, что есть в Польше такая есть проблема смога воздуха. И мы поехали во Вроцлав. Как уже сейчас вот мы общались с Лором, нам Лор говорит о том, что сейчас во Вроцлаве один из самых плохих воздухов в Польше. Да, конечно, это грустно, вот, но мы об этом не знали. И, соответственно, нам безумно сейчас важен воздух, и во Вроцлаве он плохой, ну, местами, да. И, получается, в Бялой Подляске тоже не супер, из-за того, что там много домов частных, получается, частного сектора, и, соответственно, там вот палят всем вот этим. И, кстати, не только углем, там еще и пластик там что жгут, и всякое старье, хламье, что, короче, под руку попадается, что есть в хозяйстве, все идет в топку. Но, скорее всего, мы поедем в Варшаву, потому что у нас там много друзей, знакомых, и, соответственно, ближе к Белоруссии для меня это тоже важный пунктик. Вот. Что касается именно прям поиска квартир. Сложно очень искать квартиру, особенно иностранцу, то есть белорусу в Польше. Много очень есть объявлений, где не сдают, получается, людям с Востока, сдают только с польским гражданством. Или, знаете, в объявлении это не указано, и тут Юра такой звонит, спрашивает, ну там, ля-ля-ля, актуальна ли квартира еще, и там ему отвечают, типа, а мы не сдаем, короче, иностранцам. Ну что сказать, хозяин барин, тут уже ничего не сделаешь, а еще у нас есть много очень пунктиков про квартиру. Это тоже не просто снять квартиру, подходящую по вот этим всем пунктам, но нам бы хоть часть основных и все. Что у нас есть за пунктики? Это... Так, это получается, чтобы была двушка, минимум, не меньше, чем 40 квадратов, чтобы там была ванна. Ванна это прям очень важно. Так, что еще? Чтобы была посудомойка, ну и вся вот эта техника. Чтобы была кровать, а не диван. И чтобы животными было можно в теории. И чтобы была цена не сумасшедшая, и чтобы кауция была тоже не, огромная. То есть там, ну там не 7 тысяч,
не знаю. И да, то есть вот это просто это минимум, ну и чтобы, получается, иностранцам сдавали и так далее. Поэтому с нашими всеми требованиями на самом деле сложно очень снять квартиру, вот, но мы искать будем еще, у нас пока еще есть время. В этой квартире, в которой мы сейчас, мы ее продлили, получается, до конца января, поэтому вот где-то в январе мы квартиру уже искать будем. Мы сейчас чуть-чуть отложили вот этот весь мониторинг квартир, потому что, ну, это очень сложно, там, не знаю, долго. И нам сейчас мало смысла искать сейчас квартиру, потому что, ну, они сейчас, допустим, они сдаются там или от зараз, то есть вот прямо от сегодня, или там, не знаю, допустим, от декабря, ну, уже сейчас, то есть тоже. Вот, и поэтому я думаю, что вряд ли там какие-то классные квартиры не будут нас ждать, их никто не снимет до конца января. По теме животных у нас есть в планах взять котика из приюта. Я, кстати, тоже смотрела, что здесь в Польше взять из приюта животное на самом деле далеко не просто, что там просто очень серьезный такой проводят с тобой разговор, анкеты, и все это сложно. Поэтому есть шанс, что мы тоже не пройдем, скажем так, анкету, вот это собеседование здесь в Польше. И поэтому есть шанс, что мы возьмем из Беларуси котика. Я думаю, что это возможно и проще будет взять его там из приюта, сделать ему там все прививки нужные, чип, и все, ну, ехать уже с ним сюда, в Польшу. И много очень квартир сдается реально без животных. Я читала в интернете, что сейчас мало поляка берут животных. Вот, ну, я думаю, кстати, возможно, это еще плюс из-за того, что сложно снять квартиру животным. Мы смотрели даже такие объявления, где типа без детей. Вообще, конечно. Ни детей, ни животных. А самое интересное, что даже не спрашивают, что за животное, да, а вдруг у меня рыбки дома есть, или, не знаю, хомяк в клетке, или попугай. Но, не знаю, без звежент. И все. Это что касается квартир, но мы, короче, не унываем и еще искать дальше будем. И я думаю, что все будет wszystko będzie w porządku, так скажем. Что еще? Я пошла в октябре на курсы польского. Да, я, кстати, пошла, наверное, 20 октября на курсы польского. И я вам скажу, что мне прям безумно нравится. Мы уже реально уже месяц мы занимаемся польским в группе. В группе у меня человек 10. И на самом деле все-таки интересно оказывается, кто меня знает ближе или кто вообще общался в жизни со мной, тот знает, что мне польский сложно давался. И самое, что было главное, что у меня просто не было мотивации учить польский. Я думала, что, типа, мы здесь ненадолго, наверное, и, типа, смысл мне учить польский. Но на самом деле я сама пришла спустя год и 3 месяца, я сама пришла к той идее, что я хочу пойти на курсы. Реально, вот, что-то мне кто-то говорил, там, знакомый, что, Аня, нужно пойти на польский, Аня, ты что там? Это все туфта. Нужно, чтобы ты сам реально этого захотел. И вот я этого захотела, и я пошла на курс. И я сейчас реально балдею. Мне нравится польский даже. И я раньше всем говорила, что мне польский язык вообще не нравится, что мне там на слух тоже не нравится. Но на самом деле очень классно. Я думаю, кстати, что это тоже уже такой, знаете, а-ля момент адаптации, что мне теперь он стал приятен на слух,
польский. И я уже больше, получается, от него не отникиваюсь. Все уже реально пошла уже его учить. И сейчас уже я прям чувствую, что я знаю польский лучше, и я ощущаю увереннее себя при общении с врачами, поляками. И, короче, на самом деле классная вообще вот эта вещь, вообще учить язык. Хоть, конечно, я взяла интенсив, то есть у меня 3 раза в неделю по 1,5 часа, и плюс еще нужно делать много домашки. Но мне вообще нравится. Нравится, нравится, нравится. Это что касается языка. Я что-то хотела вам, наверное, еще рассказать. Нужно вспомнить. Так, про язык рассказала, про курс рассказала. В общем-то, уже зима, темнеет рано. Сейчас уже почти 3, поэтому нужно видео заканчивать потихонечку из-за того, что темнеет на улице. А у меня пока нету ни лампы, ничего такого супер прям крутого оборудования. Пока еще окончательно не стемнело, я хотела бы сказать, я знаю, что меня смотрят много поляков, и я сейчас обращаюсь к вам. Спасибо вам огромное за ваши слова теплые. Вообще, на самом деле, вы просто удивительный, дружелюбный народ. И я вам всем безумно просто благодарна за теплый прием в Польше, за ваши теплые, добрые, милые комментарии. На самом деле, больше всяких таких злых и негативных комментариев мне обычно пишут люди на русском. На польском обычно прям это всегда уютное, доброе что-то и очень прям классное. Поэтому я вам просто за это безумно благодарна. И вообще было бы реально круто, может, где-нибудь через полгодика изучения польского снять ролик полностью на польском. Я думаю, там будет, конечно, ошибок много, но самое же главное это начать и стараться и делать, чем думать, что «ай, не, я плохо говорю по-польски, поэтому я вообще не буду говорить». А нужно, наоборот, говорить, чтобы улучшать свой уровень. Еще хотела сказать по поводу Нового года. Мы, скорее всего, пойдем к нашим друзьям здесь, во Вроцлаве, и будем у них праздновать Новый год. А еще я, кстати, поеду сейчас вот скоро в Беларусь в середине декабря. Мне нужно к моему ортодонту и еще на волосы. Обновят мое окрашивание. Это AirTouch. Он уже, видите, уже как отрос. Вот, буду больше белой, чем темной. Я вам все это потом покажу, что как выйдет. Такие дела. Кстати, я забыла вам показать книжки по польскому. Вот у меня сейчас такие книжки. Крок по кроку. Вот. Это, получается, подрęcznik, и тут есть зешит. Вот, здесь на самом деле очень много чего такого есть интересного, что касается польского языка. На самом деле очень классная книжка, мне прям она очень нравится. И вот мы по ней, собственно, занимаемся. И уже, кстати, вот завтра мы будем проходить прошлое время, наконец-то. А то мы все говорим в настоящем. Вот, сейчас будем проходить прошлое время. Очень интересно. И у нас, кстати, классная очень группа. И прям классная преподавательница польского, поэтому мне прям все нравится. И, кстати, я после всех этих уроков просто заряжаюсь от просто какой-то нереальной энергии. Вот у меня было плохое настроение. И потом я пошла на польский, ну, у меня онлайн. И я потом такая, ура, как классно, столько всего нового узнала, и у меня прям столько энергии на жизнь. Короче, класс. В общем-то, всех жду в своем Инстаграм, там меня еще больше, чем тут. Еще хотела сказать про то, что у меня есть много, на самом деле, контента, чтобы вам тут выложить. Мы были в замке Ксёнджи осенью, мы были в зоопарке здесь во Вроцлаве, еще... у меня еще есть видео с Берлина с мая.
Ой, а еще с поездки нашей в Италию, короче, в Германию. У меня есть очень много всякого классного контентика, и я все сейчас прям вот упорно взялась за канал тоже, поэтому все будет круто, ждите. И, кстати, скоро еще выйдет ролик «Год в Польше», где мы с Юрой вместе рассказываем вам, что мы поняли за год в Польше, что нам здесь прям нравится, что меньше нравится. В общем, я думаю, что вам это будет интересно. И что хотел еще сказать, обязательно пишите в комментариях, что вообще думаете по поводу всего того, что я говорила, по поводу поиска квартир, по поводу польского языка, по поводу Польши, курса таргета. Я не знаю, быть может, вам интересна эта тема, я еще что-нибудь интересного про это вам расскажу больше информации. И мне знать важно, что вам хотелось бы увидеть у меня на канале, что вам было бы интересно, что это за темы, что вам интересно. Поэтому пишите обязательно в комментариях, что вообще думать по поводу этого ролика, стал ли звук лучше или херня, и что вам было бы интересно увидеть дальше на моем канале. Всем огромное спасибо за просмотры, ставьте пальчики вверх, вам не сложно, а мне приятно. И увидимся в новых видео. Па-па! До видзення, до побачення. Все, пока-пока.